Для того, чтобы нам раскроить обтачку горловины из кашкарсе, на футболке можно использовать средней плотности кашкарсе или рибану. В данный момент у меня довольно-таки рыхленькая, а, маленькой плотности кашкарсе. И я решила использовать ее при пошиве футболки. Нам нужно раскроить обтачку, и для этого мы скалываем нашу футболку, уравнивая срезы горловины, уравнивая плечевой шов, середину полочки, середину спинки. По контрольным нашим меткам скалываем. Если надо, излишки останавливаем. Излишки у нас могут быть в области перехода в плечевом шве. И измеряем. Обычно ширина шва втачивания обтачки у нас где-то это ширина оверлока, где-то 0,6-0,7, да? И мы сантиметровой лентой отступаем на наш припуск и круговыми движениями пошагово измеряем длину горловины за минусом шва соединения, втачивания нашей обтачки. У меня идет 34. 34 умножаю на 2, это будет 68. 68 минусуем 20%. В нашем случае обтачка горловины должна красиво прилегать к телу, то есть она должна быть красиво сформирована. И можно также испытать, слегка растягивая ее, сколько же нам нужно ее растянуть. Но я делаю минус 20%. На горловину минус 20%. Вот, я уже раскроила. И раскроила, получается, я 54 сантиметра. В общей сложности у нас 34. Умножаю на 2,68. И раскроила я за минусом 20% 54 сантиметра. Обтачку можно любой шириной, сколько вам нравится, хотите прям узенькую, но обычно стандартно где-то 2,5 и 2. Я раскроила 3 сантиметра в крое, получается где-то 0,5-0,6 возьмется ширина шва и будет где-то в готовом виде 2,5. Сейчас я эту обтачку соединю на оверлоке, шов соединение заутюжу. И будем уже дальше ее втачивать в горловину. Вот и заготовили мы обтачку. И сейчас нам нужно найти контрольные метки. Как у обтачки, так и у самой футболки. Для начала нашу сколотую футболку, закрепленную булавочками, срез горловины, середина спинки, середина полочки, и находим нашу середину. В данном случае у нас середина не плечевой шов, а совмещаем сгиб спинки и полочки. И как у нас ложится горловина, совмещая, находим контрольную метку. И отмечаем обязательно на обеих сторонах. Вот наша середина. Обычно эта середина идет в сторону полочки на где-то 2-3 сантиметра, в зависимости от размера. У меня здесь большой размер, почти 60, получилось 3 сантиметра. Вот наша середина. Опираемся на нее. Середина полочки и середина спинки тоже должны быть отмечены. У меня, хотя здесь есть отсечки небольшие, но для контрольной метки тоже должны отмечены. Дальше берем нашу обтачку горловины, заготовленную обтачку горловины, укладываем шов с плечевым швом, совмещаем. И находим, чуть-чуть слегка ее растягивая, и находим нашу отмеченную середину на самой футболке. И эту линию отмечаем на обтачке. Вот. Мы их отметили. То есть мы же будем растягивать, и она, получается, у нас тоже немножко совместится, да? Если на футболке у нас идет 3,
то здесь, наверное, где-то около 2,5, 2,5. Вот. Мы ее отметили. Обязательно отмечаем с двух сторон. Линия прикладывания и линия нам видеть, чтобы мы видели. Дальше берем по отмеченной нашей линии, контрольной метки, находим середину обтачки, отмечаем и находим еще раз середину обтачки, уже совмещая с нашей первоначальной контрольной линией, и находим другую середину. Это у нас идет середина спинки и середина полочки. Почему я так показываю? Потому что многие швеи не хотят перетруждаться, заморачиваться. И вот этот шов могут положить на середину спинки, и все. Проще простого, да? Но вообще он некрасиво смотрится. Он у нас смотрится красиво тогда, когда идет как продолжение плечевого шва. Вот. И будет у нас вот таким образом. Все. Контрольные метки мы отметили. Можем убирать наши булавочки и уже скалывать наши контрольные линии с самой футболкой. Здесь уже получается мы совмещаем шов со швом. И дальше уже поехали. Он у нас уже отмечается сам, уже напрашивается сюда. Дальше середину горловины полочки. Сначала скалываем по нашим 4 контрольным точкам. Это в области плечевого шва, в области середины полочки и середины спинки. На другой стороне плечевого шва, на другой полочке. И на середине спинки. Вот. После того, как мы скололи по нашим контрольным меткам, нам уже вот это вот надо растянуть и равномерно распределить. Можно сразу на оверлоке. Можно. Ничего такого страшного здесь нет. Если уже большой опыт, пожалуйста, можно сразу на оверлоке. Главное, чтобы распределение было равномерное. Я сейчас так вот скалю, но шить я буду сразу на оверлоке. Уберу булавочки в процессе пошива. Вот у нас что получается. Шов соединения обтачки у нас получается на уровне плечевого шва. Я сейчас вот это вот соединю на оверлоке. И уже будем дальше закреплять горловину спинки киперной лентой. Ну вот на такой стадии горловина у нас готова. Я ее втачала, обтачку в горловину втачала, срезы обметала. Получается, втачала обтачку горловины из кашкарсе с одновременным стачиванием и обметыванием. Вот.
заутюжила ее, отпарила по ее круглой форме. И сейчас мне нужно в области горловины спинки пришить киперную ленту. Я сейчас ее притачаю и настрочу. Но киперную я изначально отпарила и немножко создала такую вот форму окружности горловины. У меня она широкая, и поэтому я буду ее шить, можно сказать, подогнул и настрочил. Киперную я перегнула и закрепила булавочкой. И край киперной я уложила так, чтобы где-то примерно на 0,2 от края оверлока было расстояние. Если вот в этом вот месте по шву притачивания у нас будет маленький такой наплывчик, ничего страшного. Он заутюжится и никакую такую страшную функцию он не несет. Это нормально. Это даже наоборот в качестве, чтобы не тянуло по ширине. Вот так вот уложила на 0,2. И сейчас я с лицевой стороны настрочу. Мне нравится с лицевой стороны. Настрочу на ширину лапки. Вот и готова наша футболочка. А именно, данный узел мы обработали, киперную полностью закрыли. Здесь вот немножко у меня получился где-то ширина шва, где-то 0,3. Но это не так критично, зато с лица ровненько, красиво. Вот этот вот шов я соединила на оверлоке и заутюжила. Плечевой направлен в сторону спинки, а припуск обтачки направлен в сторону полочки, чтобы была противоположность швов. Можно сделать этот шов на прямострочной машине и разутюжить. Будет меньше толщины. Из рибаны, кстати, можно так и сделать, как я показала. Она не очень плотная, как кашкарсы. Можно и в заутюжку. Ну, и так, мне кажется, тоже неплохо получилось. Вот, футболку я сшила, и мне кажется, получилось неплохо.